Всем героям большой-большой привет! С вами на связи Импреза, и сегодня давайте рассмотрим Эва ЦВМ. Эва часовщица, и мы с вами сейчас посмотрим, что она вообще может, что она из себя представляет и так далее. Единственный минус, который я в ней вижу, это Эва за счет книги перезарядки. Вот единственное, что мне не нравится в ней. В остальном она себя проявляет очень хорошо. Она универсальный боец, универсальный солдат. Поэтому вы ее и любите за ее простоту, за ее легкость, за ее комфорт в управлении, геймплей и так далее. Вот единственное только, что мне не нравится, это вот все, что связано с ее перезарядкой, потому что у нас перезарядки и так много, и в большинстве режимов перезарядку мы с вами не берем, потому что она там не нужна из-за того, что есть пределы, есть кап перезарядки. Но как есть, так есть. Вот приходится просто вот уживаться с этим. И в большинстве режимов на начальном этапе игры она себя будет очень здорово проявлять. Она сможет и главы пройти, и в кошмаре тоже она там себя здорово может показать за счет того, что у нее есть вот эти способности к замедлению, там ульта у нее практически вообще не прерывается, и все сладко и гладко. И я соглашусь с тем, что неспроста большинство игроков, да и в нашем тоже народном тир-листе, э, можно увидеть ее в категории «отлично», то есть она там находится на первых местах. Также повторюсь, что есть у нас закрытый клуб, закрытое сообщество, в котором можно посмотреть актуальные тир-листы. Мы там сделали тир-лист по палкам для босса, также тир-лист обновленный по героям у нас присутствует. Кстати, этот тир-лист я рассортировал там по хронологии, его сделал. Если кто-то хочет вступить, пожалуйста, найдите меня, напишите мне, я обязательно вам расскажу об условиях вступления. Там все достаточно легко и просто. Итак, и, кстати, еще карточки героев добавили. Основным героям там расписали кузницу, как лучше где выставлять, в каких режимах герой наиболее актуален и так далее. То есть, кому интересно, пожалуйста, заходите, там море всякой разной полезной информации. Точнее, не заходите, а напишите мне. Итак, здесь у нас с вами идет уклон, опять вот, все упирается у нас здесь в перезарядку, да. Здесь мы все это тоже уже рассматривали, вы это все уже видели, и в обзоре в первичном тоже все это можно было посмотреть. Речь у нас с вами идет не об этом, поэтому давайте переходить сразу в кузницу и смотреть на Эва. Здесь что же мы с вами выбираем? Либо лево, либо право. Очевидно, выбираем левую сторону, потому что нам с вами нужно прибавить урон, и на большинстве аккаунтов сокращение перезарядки, оно не является актуальным. В какой-то момент вы тоже к этому придете, и если вы находитесь на начальном этапе игры, то не будет ошибкой, если вы выберете левую сторону. Вы можете выбрать как лево, так и право, но лево будет эффективнее, потому что по факту сокращение перезарядки это просто несколько камней на перезарядку. Все. Все это можно заменить, а добавить вот это вот в экипировку снаряжения вы не сможете. Кузница, она для этого и нужна, она все это компенсирует, поэтому здесь ставим левую сторону. На втором ряду все аналогично. Либо мы ставим область, либо мы добавляем еще один снаряд. И здесь у нас с вами все то же самое, как и в первом ряду. Мы не можем в экипировку добавить количество снарядов, но единственное только вот камни на увеличение снарядов, которые дают нам двухкратный вот этот шанс на увеличение снарядов. Вот только вот это. Но область мы с вами в любом случае поставить можем. Поэтому она нам с вами здесь не нужна. Добавляем один снаряд. Здесь у нас идет урон по замедленным врагам, хорошее глобальное усиление, очень сильно и много прибавляет мощности, делает нас сильнее, в любом случае нам с вами это нужно. Острые разрушительные снаряды и дополнительное лезвие будет у нас еще летать вокруг. Все очень красиво, все очень красочно, все это приятно смотреть. И дальше здесь у нас имеют шанс вызвать сами знаете что. По понятным причинам не озвучиваю это, потому что вы не сможете посмотреть в таком случае обзор. Либо размер диска увеличивается на 50%. То есть, что же здесь у нас выбрать?
Ну, как будто бы что лево, что право, оно увеличивает урон в любом случае. Здесь у нас, понятное дело, будет вступать в силу глобальное усиление, будет у нас работать статус-эффект. И, соответственно, если статус-эффекты у нас, этот статус-эффект позволяет затронуть те глобальные усиления, которые у нас открыты именно вот в этом направлении, то, соответственно, мы с вами можем выбрать левую сторону. Но и правая сторона, она тоже не считается ошибкой, она на самом деле тоже дает нам больше зацепа, поэтому давайте посмотрим, как все это будет выглядеть именно на правой стороне. Итак, выставили кузницу и идем с вами куда? По традиции, да, все верно, идем в подземелье, идем смотреть, идем делать дела. Многие из игроков жалуются, что в какой-то определенный момент застревают в прохождении подземелья, не получается пройти, и некоторых ЦВМ спасает, кстати говоря, что немаловажно. Поэтому присмотритесь к ней, не жалейте сил, средств, времени на ее прокачку. Это в любом случае не будет ошибкой, если вы ее прокачаете. Так, здесь я возьму бур. Здесь я обновлю. Добавим урон за счет дротиков. Возьмем перезарядку для того, чтобы у нас была возможность сделать эво. Здесь я обновлю и добавлю вот это. Так, здесь смотрите, что у нас происходит. Давайте чуть-чуть убавим звук. Вот они, шестереночки. И звук, кстати, такой приятный. И перезарядка, вот посмотрите, как она чувствуется. Сейчас, конечно, в идеале нажать обновить и прибавить еще. Ну, то есть подтянуть еще оружие. Но давайте мы с вами сейчас перезарядку нажмем. И вот даже по звуку вы услышите, что перезарядка здесь, ну, прям очень сильно решает. Сделали. Давайте еще вот это добавим. Видите, как раз, уже все побыстрее у нас с вами пошло. Ну разве это не прекрасно? Сейчас еще и Эва у нас запустится, когда мы с вами его сделаем. И вообще будет все очень красиво. Так. Еще добавим. И вот если сравнивать даже, например, с русалкой, вот предыдущий обзор я делал, все как-то было тяжеловато, все как-то было, ну, немножко вот, ну, не то. Ну, не та тарелка. Здесь все, здесь уже как-то спокойно, красиво, все аккуратно. Давайте еще области прибавим, пусть у нас вот еще все это растет. И она, вот видите, она прям вот как бабочка вот такая появляется, как будто бы. Сейчас тут вот еще перезарядку прибавили. О, и еще перезарядка. То есть, видите как? Ну, не дает она к себе подойти. Очень сильный герой. И эва у нее прекрасная, то есть она и без эва, в принципе, видите, как она просто вот спокойно стоит, ей ничего не надо делать. Она сейчас быстренько все свои дела сделает и все, и уровень будет пройден однозначно. Давайте в области еще прибавим. Сейчас не знаю, успеем мы собрать или не успеем. Есть, есть, здесь пока нету. Ну, все, вот просто вот уже тут каша начинается, и понятное дело, что все это у нас упирается в урон. Обновляем. Так, здесь что нам выбрать? Ну, давайте, ладно, возьмем вот это. Нам же интересно его посмотреть. Должны мы до него добраться или нет, или не доберемся? Доберемся, я думаю, однозначно. Должно получиться. Ну, что ж такое не выпадает? Уже 40 секунд у нас осталось. Так, элитка пошла. Так, еще 2 снаряда. Ну, сейчас у нас будет с вами 30-секундная демонстрация на просмотр Эва. Все, резко все становится красным. Область у нас увеличена. Давайте удвоение включим. Ну, балдеж. Многие игроки ее любят. Многим она нравится, и ответ на ваш вопрос, он вот просто перед вами.
Все достаточно очевидно. Излишние какие-то комментарии здесь, я думаю, они не требуются. Вот она их просто фарширует и все. Ну, от элиток, да, от элиток, конечно, приходится убегать. Но каких-либо проблем они не вызывают. Все, закончили. Давайте смотреть. Вот так у нас с вами здесь получилось неплохо. Первое место, все как и должно быть. То есть сильный герой, сильный персонаж. Надо обязательно прокачивать. И давайте еще раз пробежимся по режимам. То есть она у нас получается где? В главах она однозначно может выстоять. Там каких-либо проблем у вас не будет. В кошмаре тоже за счет замедления она способна выстоять, она способна все это пройти, пробежать, у нее там сложностей никаких не вызовет, вот это замедление будет прекрасно работать. Подземелье, как видите, мы справились. И на большинстве аккаунтов тоже в подземелье она себя будет очень неплохо показывать. Босс не рассматриваю как вариант, но если альтернативы нет, можете пробовать, можете пытаться, потому что там перезарядка тоже имеет место быть. Можно пробовать. В PvP тоже можно попробовать. Я думаю, что 11, ну или сколько там вот этих лиг, я что-то все время забываю, полностью, в общем, вы пройдете. Но понятное дело, что в лучшие мира сего вы там не попадете из-за того, что там преобладает вождь, орк и зеленый. Вот кто-то из этих трех. Вот. И по остальным режимам, да вроде бы все, да. Ну там в арене, понятное дело, она может себя проявить, но в легкой арене, да, потому что в сложной арене уже могут возникнуть вопросы из-за того, что все упирается именно в книгу перезарядки. А в сложной арене у нас присутствует кап, и, соответственно, там уже, ну, вот эта вот несостыковочка неприятная будет из-за этой книги. И что у нас еще? Ну, башню тоже не рассматриваем, потому что там нужен отхил, нужны герои, которые способны себя хоть как-то в защитном плане обезопасить, то есть чтобы вот эта синяя полосочка над героем была, поэтому не будем этот вариант смотреть. Но в любом случае она универсальна, ее можно прогонять во всех абсолютно режимах, и никогда, ни в коем случае это не будет ошибкой, поэтому пробуйте, прокачивайте и наслаждайтесь комфортной игрой за часовщицу. Всем огромное спасибо, кто посмотрел, постарался все показать и рассказать. Всем пока-пока.